Металлический корпус AMOLED LTPS, дисплей на 1,97 дюйма с частотой обновления до 60 Гц и 5 Гц для технологии Always On Display, встроенная мультисистемная навигация GNSS, коронка для удобного перемещения по интерфейсу, поддержка функций Bluetooth вызовов, новый быстросъемный механизм для ремешков, время автономной работы до 20 суток на одном заряде аккумулятора, мониторинг пульса, SPO2, уровня стресса и сна. Обо всем этом и не только заявляет сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Redmi Watch 4 Global. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. К слову, на китайскую версию уже есть обзор на моем канале, можете посмотреть его, почитать под ним, кстати, комментарии, к тому же море купивших и Global тоже. Переходим к обзору. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данная версия такой же упаковки, как и китайская. На ней есть название и изображение модели, а также краткая информация. Все более чем стандартно. Упаковка хорошая, смарт-часы запакованы в защитную пленку, и вместе с смарт-часами в комплекте мы имеем ремешок, документацию и зарядное устройство с двумя пинами. Вес устройства 48,5 грамма, а габариты 44 на 47,9 на 11,9 мм. В отличие от китайской версии, система доступна уже на русском языке. Напоминаю, что в китайской версии была поддержка только английского и китайского языка. Приобрести данную модель можно в серой и черной расцветке, к сожалению, других расцветок нет. Внешне по материалам и по сборке все то же самое. Средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, а тыльная часть из матового пластика. Быстросъемный ремешок с охватом запястья от 135 до 205 мм и фирменным креплением выполнен из TPU. Заменить его на любой другой ремешок со стандартным креплением, к сожалению, нельзя. С другой стороны, это фирменное крепление очень удобное. При носке Watch 4 не ощущаются, как и во время сна ремешок не натирает и запястье под ним не потеет, что неудивительно, учитывая качество материалов. Далее на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамик. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности и электронный компас. Также на правом торце можно заметить одну механическую кнопку, она отвечает за переход к меню или возврат. За переход в окно с выключением, включением, перезагрузку устройства. Тройным нажатием можно совершать экстренный вызов по указанному номеру в приложении, а вот вызова голосового помощника Mi AI нет, в отличие от китайской версии. Но нам он особо и не нужен, так как поддержки русского языка нет. Повесить другую команду на кнопку нет возможности, что, конечно, совсем не радует. Но хорошо, что у кнопки есть функция прокрутки для перемещения по меню и не только. Ко всему, прокручивание сопровождается тактильно приятной вибрацией. Летим дальше. Экран установлен хороший, а именно AMOLED LTPS дисплей на 1,97 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей и частотой обновления экрана от 5 до 60 Гц. 5 Гц это для AOD. Always On Display может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль AOD зависит от циферблата, если, конечно же, сам циферблат имеет свой стиль AOD. А также в настройках есть 5 готовых стилей AOD, и некоторые из них можно слегка персонализировать под себя. Очень удобно, что экран плоский, опять же, все тут индивидуально, но лично мне нравятся больше плоские экраны. Рамки не громадные, но, конечно, их могли бы сделать меньше. Шрифт читабельный, перевод корректный. Система за время моего использования сильно не подвисала, да и в целом каких-то проблем с ней не было. Далее, по моим замерам, яркость экранов, как и в китайской версии, данной яркости достаточно, но хотелось бы яркость хотя бы в 1000 люксов, не говоря уже о 1300 люксов и выше. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она неплохо. Время до отключения экрана максимум 60 секунд. При повороте запястья экран включается практически моментально. Удобно, что при включении AOD можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья: AOD или циферблат. Включить экран тапом можно, как и выключить его, накрыв ладонью. Далее, по свайпам с главного экрана. Сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в котором продуть динамик, энергосберегающий режим, функция постоянно включенный экран, которую можно настроить до 20 минут и так далее. Слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить под себя, как и сортировать меню, что очень удобно, как и то, что виджеты разбиты по ячейкам, и на одном экране может находиться до 4 приложений. А для меню в настройках предоставили несколько стилей отображения. Что касается самого меню, то в нем есть погода с подробной информацией, календарь, заметки, события, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер, таймер, но в фоне может работать только таймер. Помодоро трекер, мировое время, компас, поиск смартфона, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, чего, как по мне, мало, так как некоторые смарт-часы предлагают возможность полностью синхронизировать контакты со смартфоном. Далее в меню из полезного есть плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Но загружать на сами смарт-часы музыку в
возможности нет. Есть кнопка для удаленной съемки с таймером в 3,5 секунд, и работает она хорошо. Но в паре со смартфоном Redmi. Со смартфонами других брендов могут быть проблемы. Вообще напоминаю, что часы нужно брать под свой бренд смартфона, иначе у вас будут всегда проблемы. И если даже сегодня вы распакуете часы Huawei под Xiaomi смартфон и все будет хорошо, завтра при обновлении Huawei может вам сказать: друг, я здесь перестану принимать звонки или не буду показывать сообщений. Тренировок на борту более чем достаточно, есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности, информация о состоянии после тренировки, шаблоны для бега с различной интенсивностью тренировки, активность, интервальная тренировка, разминка, метроном, AI Pacer и не только. Огромный плюс за наличие встроенного GNSS. Местоположение смарт-часа определяют около 7 секунд, карты строятся с небольшой погрешностью в пределах нормы. Шаги измеряются корректно. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но тренировка не может работать в фоновом режиме, так что мультизадачности здесь почти нет. Далее, измерение пульса может работать в смарт-режиме или в автоматическом режиме с периодичностью в 1, 10 и 30 минут. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса также могут работать в автоматическом режиме, но, разумеется, все эти показатели можно измерять и вручную. Пульс воздуха, как и кислород в крови, смарт-часы не считывают. Удобно, что настроить работу мониторинга за здоровьем можно даже со смарт-часов, а не только в приложении на смартфоне. На смарт-часах также отображаются довольно информативные графики, не просто для вида, очень даже полезные и развернутые. Результаты измерений данных показателей в целом корректные, как, к слову, и результаты мониторинга сна. Из полезного на борту также есть напоминание активности, дыхательные тренировки и витальность с учетом активности на протяжении 7 дней. Летим дальше. Операционная система HyperOS, она закрытая, сторонние приложения не установить. Bluetooth же версии 5.3, в плане стабильности все в порядке. Но вот подключить к смарт-часам нагрудный датчик, как и беспроводные наушники, нельзя. Поддержки Wi-Fi, eSIM и NFC нет. Но вот в китайской версии есть NFC, но он не для банковских карт, а для транспортных или для умных замков. Далее, разговаривать через смарт-часы удобно, отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно. Ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, иконки отображаются, а вот смайлики нет. Силу вибрации можно настроить и даже создать свою кастомную вибрацию. Но, как по мне, могли бы установить более приятный вибромотор. Микрофон отрабатывает хорошо, как в целом и динамик, звук качественный, динамик достаточно громкий. Далее, емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования с включенным АОДом и автоматической регулировкой яркости в 8-9 суток. Как и в китайской версии, все плюс-минус одинаково. И это прям бомба. Результат топовый, не иначе. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер, купаться вместе с ними можно, как и плавать, но в соленой воде нежелательно, и в бане тоже. У меня за время тестирования они никак от воды не пострадали, но повторяю, что вам я не советую любую электронику топить, хотя, опять же, решать вам. Летим дальше. Подключается Redmi Watch 4 Global к приложению Mi Fitness с регионом Россия. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, есть персонализированные циферблаты, динамические, кликабельные циферблаты, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть настройка режима сна, синхронизация, режим не беспокоить, поиск устройства, функция разблокировки смартфона с помощью смарт-часов, стандартные настройки и обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало, и если сравнивать с китайской версией на старой прошивке, то изменения ощущаются в более корректной работе системы, расходе заряда аккумулятора, так как работа стала стабильнее, но в целом основные минусы так и остались. Минусы: не отображаются смайлики, нет возможности отвечать на уведомления, вспоминаем Mi Band 8, Redmi, Xiaomi, вы чего? Нет калькулятора, нет возможности подключить наушники, нет возможности загружать музыку на смарт-часы, плохой вибромотор, рамки у экрана могли бы быть поменьше, а также цена на данный момент совсем неадекватная. Но напоминаю, что у них есть Xiaomi Watch S3, которые на сейле тоже распродажи были по 10 тысяч рублей. Мы китайскую версию уже обозревали, скоро будем обозревать глобальную. Вот там этих недостатков меньше, и выглядят они поприличнее. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Как раз не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В телеграм-канале скидок вчера за 68 тысяч можно было Xiaomi 14 купить глобальной версии. И не расстраивайтесь, если сейчас вы не увидите скидок, потому что через пару-тройку дней распродажа опять у Али начнется, их будет целых 2 в марте. Так что подписывайтесь, следите и оперативно приобретайте вещи, если они вам нужны. Или нужны для перепродажи. Но я ни на что не намекаю. Резюмирую. Умные часы Redmi Watch 4 Global такие же, как китайская версия, только они имеют поддержку русского языка, а также у них выпилили китайские приложения. Плюс за то, что приходят обновления, это многого стоит. Я обозреваю много часов разных брендов и могу сказать, что не редкость, когда смарт-часы поступают в продажу, после чего никаким образом не допиливаются. Эти часы допиливаются, это хорошо. От меня Redmi Watch 4 Global, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.